Всем привет, друзья! Вы на канале Владимира Вангроута, то бишь на моем канале. Для тех, кто впервые тут, этот канал посвящен сборкам игровых ПК. Но так как я купил себе 3D принтер, то помимо видео со сборками, тут будут выходить видео про 3D печать. А для чего я его купил, об этом немножечко позже. Как вы уже поняли, я купил себе принтер от компании Bambu Lab. И только ленивый не слышал о нем. Я уже давно хотел себе купить принтер, то денег не было, то выбора не было. А тут и деньги появились, и выбор появился. Изначально я хотел себе купить P1S, но осенью прошлого года вышло второе поколение. Ну и логично, что лучше купить обновленную версию. Покупал я его на Озоне, на момент покупки он стоил примерно 109 тысяч рублей. В начале марта я забрал его с пункта выдачи, а через пару дней мне пришел первый филамент красного цвета. Кстати, по поводу цены вышла очень забавная ситуация. Ну как забавная, вам, конечно, забавно будет, но мне-то не очень. В общем, после того, как я купил себе принтер, спустя буквально пару недель, он появился в ДНС по цене в 97 тысяч рублей. То есть, купи я его немножко позже, то я бы сэкономил 10 тысяч рублей как минимум. Эх, печально. Поначалу думал сделать видео с подробной распаковкой, по типу «откройте тут, открутите это», ну и так далее. Но по итогу решил этого не делать. Ведь таких видео на ютубе полным-полно. Поэтому распаковку было решено показывать фоново. Как я и говорил ранее, это мой первый принтер. Поэтому мне хотелось купить готовый продукт, который будет работать из коробки. Чтобы не допиливать его, не дорабатывать лишний раз. Вот купил, поставил и печатай, больше ничего не надо. Про обслуживание речи нет, это и так понятно. А то понапишите мне тут. Наверное, главным фактором для покупки стало наличие официального сайта, откуда можно скачивать готовые модели для печати. Не нужно искать какие-то ресурсы, откуда их можно скачать. А потом, когда найдешь, будешь думать, сможет ли твой принтер это распечатать. Просто заходишь на сайт или в приложение, вбиваешь в поиске, что тебе нужно, смотришь на фотографии того проекта, что тебя заинтересовал, и жмешь кнопку «Скачать». Открываешь в программе скачанный файлик, редактируешь размеры, если это нужно, и печатаешь. Все. Единственная аналогия — это магазины приложений у Гугла и Apple. Может быть, у других производителей тоже есть подобные сайты, но я лично эту тему не гуглил. Поэтому, кто знает, напишите. Ну чё, пацаны, скиньтесь лайками, комментарии напишите, подписочку там оформите и все такое. Честный обмен, я вам видео, вы мне лайки. По умолчанию у заводской прошивки нет русского языка. Он появляется только после первого обновления. Сам же принтер подключается только по Wi-Fi. Сама распаковка и сборка принтера у меня заняла примерно полчаса. Можно было и быстрее, но я снимал видео, сами понимаете. Что касается вопроса, зачем я купил себе 3D принтер, тут есть очевидный ответ, точнее даже два. Первый, самый банальный, я хочу заработать на нем денег. Печатать что-то для себя, но у меня нет такой нужды. Поэтому покупка принтера рассматривалась исключительно как покупка рабочего инструмента. Даже если я на нем ничего не заработаю, я всегда его могу продать. А вот если заработаю, тогда вообще будет замечательно. Главное, чтобы он хотя бы окупился. Даже хотя бы за пару лет. Вторая причина – это контент и расширение аудитории. Да и последнее время компы покупают плохо, а видео на канал нужно регулярно выкладывать. А так хотя бы будет что-то интересное показать. Пока что я не особо понимаю, что лучше всего печатать на продажу. Просто беру какие-то интересные работы с сайта и печатаю их. Выставляю на Авито и смотрю, есть ли у людей интерес к этому товару. Если нету, то печатаю что-то еще. Из напечатанного было несколько ваз для цветов, одну, кстати, вы увидите в конце видео, на ней я тестировал работу принтера. Потом я напечатал настенный ночник в виде луны, несколько статуэток в виде животных и одну игрушку в виде вязаного ослика. Он, кстати, ничего такой получился. На данный момент пока что ничего не купили. Если кто-то на этом зарабатывает, подкиньте, пожалуйста, идей. В этом видео не буду говорить о проблемах принтера и с какими трудностями я столкнулся. Об этом будет следующее видео. Также в следующем видео расскажу, как с этими проблемами бороться, и сделаю несколько полезных апгрейдов для принтера. Видеоматериала пока что мало, да и не все запчасти еще приехали. Так что выход второй части по принтеру немного затянется. В общем, ожидайте.
У меня на этом все. Спасибо за внимание. Оставляю вас наедине с таймлапсом и, как всегда, не прощаюсь. Скоро увидимся. Лайк, ну, поставь лайк.